Для начала нам надо обвязать войлочную подошву. После того, как мы сделали метки через 1 сантиметр по краю подошвы, мы берем шило, прокалываем дырочку, потом берем крючок и нить. Нить я беру крепкую, синтетическую. И провязываем столбик без накида. Далее в следующую дырочку уже провязываем 2 столбика без накида. Потом опять шилом прокалываем. Ну, я по ходу действия прокалываю. И опять 2. Так мы обвязываем всю подошву по своим меткам. Вот мы довязали до конца ряда. Теперь делаем 2 столбика без накида. Последнюю дырочку. И в первую дырочку, в которую делали 1 столбик без накида, делаем еще 1. И соединяем глухую петлю. Теперь будем вязать еще одну подошву. Это будет внешняя подошва. Эту подошву будем вязать платочной вязкой. Набрали 8 петель плюс 2 кромочные. 2 ряда вяжем прямо лицевыми петлями. Вот мы провязали 2 ряда. В третьем ряду мы делаем прибавку по 1 петли с 2 сторон. Так как у меня нитки синтетические, они расслаиваются, поэтому я в конце ряда вытягиваю крючком петельку. Вот мы провязали ряд с прибавками. Далее мы делаем прибавки в каждом третьем ряду. 2 ряда вяжем без изменений, в третьем ряду прибавки. У меня 2 прибавки. После второй прибавки на спице 14 петель. Провязываем еще 2 ряда
без прибавок. Таким образом мы связали мысок. Надо постоянно мерить по стельке. Теперь с двух сторон делаем по одной петли прибавку. В конце ряда беру крючок и вытаскиваю петельку. Поворачиваю вязание и вяжу лицевыми петлями 10 рядов. Провязали 10 рядов. Примерили. На спице 16 петель. Делаем еще одну прибавку с двух сторон. На спице 18 петель. Продолжаем вязать прямо еще 7 рядов. Провязали 7 рядов, примерили. Нормально. Теперь делаем еще одну прибавку с двух сторон и вяжем 8 рядов. Поворачиваем еще 8 рядов прямо лицевыми петлями. Прибавим с двух сторон еще раз. Будет на спицах 22 петли. Теперь переходим к убавлению. Начинаем убавлять. Первую петлю снимаем, вторую провязываем. Потом протягиваем через первую петлю вторую. И вот одна петля у нас закрылась. Дальше вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Поворачиваем вязание и делаем уже убавление с другой стороны. Также снимаем петлю, первую, вторую провязываю и протягиваю через первую, вторую петлю. И вяжем до конца ряда. После этих убавлений в двух рядах по одной петли с каждой стороны у нас на спице 20 петель. Теперь вяжем 10 рядов прямо. Теперь делаем убавление в двух рядах, и на спицах будет 18 петель. После убавления вяжем без изменений 15 рядов. Провязали. Теперь делаем еще одно убавление, такое же, как делали. А потом провязываем 28 рядов. В следующих двух рядах нам надо убавить по одной петле с двух сторон, чтобы получилось на спицах 14 петель.
Поворачиваем. И теперь делаем убавление с другой стороны. Провязали. На спице 14 петель. Примерили. Следующее убавление тоже делаем с двух сторон по одной петли. Будет 12 петель после убавления. И делаем теперь последнее убавление по одной петле в двух рядах с обеих сторон, чтобы на спицах осталось 10 петель. Пятку мы сделали. Примеряем. И теперь нам необходимо закрыть эти петельки, которые остались. Этой ниткой очень тяжело вязать. Но она крепкая. Подошва не протрется. Отрезаем, вытягиваем, примеряем к нашей войлочной подошве. Ну вот, все нормально. Она как раз по размеру. Две подошвы у нас есть. Но нам еще надо будет в эти подошвы вязать стельку. В следующей части мы будем вязать стельку.